Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад на вроде как простую, но очень-очень важную тему. Любит ли он вас? Нужны ли вы ему? Хочет ли он быть с вами? Способен ли этот мужчина вообще на глубокие чувства, привязанности? Что за человек? Давайте посмотрим. И, конечно, самое основное – это его чувство к вам. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. С моим спонсором низкий поклон. Благодарю всех, кто поддерживает меня, мою работу. Мне очень приятно и желаю вам в миллионы раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой способ поддержки моего канала. Всех очень нежно люблю. Использовать сегодня буду колоду Таро «Золотое». И сосредоточьте, пожалуйста, ваше внимание на вашем мужчине. Представьте его, хорошенько визуализируйте. И сейчас будем делать расклад о его чувствах. Ну что можно сказать? Мужчина, безусловно, очень любит внимание. Мужчина потребитель по натуре, но это не значит, что это прям плохой аркан, вовсе нет. Здесь может быть так, что мужчина и сам способен отдавать, не только принимать, но мы это посмотрим сейчас по конве раскладам. Еще, безусловно, в этих отношениях очень много теплых энергий, связанных с самоотдачей одного из партнеров. Ну, давайте посмотрим сейчас, кто из вас, это он или вы. Какой мужчина, как нам его характеризует? А вот мужчина очень непростой. По пятерке жезлов, давайте я поближе вам покажу, чтобы вы понимали, что это за карта. Несколько мужчин, 5. Дерутся на жезлах. И смотрите, в разные стороны эти палки, эти жезлы. Они что-то друг другу доказывают. Куча мала такая образовалась, и бесполезно что-то друг другу доказать. Это война, по сути, борьба без правил и без победителей. Вот такой характер у вашего мужчины. Весьма и весьма противоречивый. Мужчина может быть несговорчивым, спорщиком, упрямым невероятно. Да и вообще отношения с ним – это достаточно сложный процесс. Под этого мужчину скорее нужно подстраиваться для того, чтобы с ним находиться в отношениях. Конкурентно способен, безусловно. Если чего-то по-настоящему захочет, то может добиваться. Может. Но ему недостает как раз целенаправленности его действий. Он не умеет концентрироваться на чем-то одном основном важном. Рассеянное внимание у этого человека. Ну, такой сложный достаточно вышел аркан на сигнификацию. Этот мужчина способен на чувство эмоций? Способен ли испытывать чувство эмоций? Очень закрытый человек. Вот этот мужчина может иметь такую особенность от рождения. Возможно, в детстве сформировался его неоднозначный, очень сложный характер. Мужчина закрытый. Мужчина не пускает в свой внутренний мир, вообще в свой мир никого. Даже любимую женщину, если предположить, что он умеет любить, он вряд ли допустит ее в свой мир, эмоциональный, свой мир, в котором он живет. Он вряд ли ее пустит, потому что, во-первых, такой характер, сформировавшийся уже давно, от рождения или с детства, да? Сформировавшийся или уже от рождения с такими качествами. Генетическая предрасположенность к закрытости у мужчины. Или же в течение жизни был такой опыт, который заставил его стать таким закрытым, забаррикадироваться, закрыться. Я очень часто по этому аркану говорю, мне нравится эта фраза, это действительно так. Человек, который обжегся на горячем молоке, будет дуть даже на холодную воду впоследствии. Это о вашем мужчине. Так что говорить о том, что он способен глубоко любить и чувствовать, возможно, способен. Но мужчина намеренно, самостоятельно закрывается от глубоких чувств и эмоций. У него как защита стоит. Он самозащита. Вот защищается таким образом, чтобы самому не быть раненым. Но любить все-таки есть хотя бы природная возможность. Девочки, нечем порадовать вас. Сегодня такой человек, который мало того, что сам себе запрещает любить и глубоко чувствовать, здесь еще и
Внешние обстоятельства очень на него влияют, и он очень подвержен внешним обстоятельствам. У него есть страхи, у него есть неуверенность в себе и в завтрашнем дне. Но здесь все достаточно сложно. То есть я пытаюсь все-таки выкопать хоть немножко что-то о его эмоциональном его богатстве, о его возможности, способности любить, а мне показывают, да нет, да закрытый он, да не хочет, да открещивается, отгораживается от этого. Ну хорошо, давайте посмотрим. Мало ли что, все же в жизни бывает. Так себя ведет и так отгораживается от любви и чувств. Может быть, все-таки вы именно та женщина, которая в нем эти чувства все-таки пробудила. Его эмоции и чувства в отношении вас. У вас очень сложные неоднозначные отношения с ним. Начиналось все интересно, его очень заинтересовали вы как человек. Ему приносило огромное удовольствие общение с вами, возможно, приносит и по сей день. Однако же он считает, что вы весьма неоднозначная личность, считает, что вы тоже очень закрытый человек, считает, что вы многое от него скрываете, что он многого о вас не знает, считает, что во многих ситуациях вы делаете вот реально из мухи слона, то есть можете слишком преувеличивать значимость тех или иных событий, это его напрягает. Это его реально напрягает. Здесь даже речь пошла не о чувствах. А почему не о чувствах? А потому что этот мужчина сам для себя загадка. И даже карты Таро нам не могут охарактеризовать его до конца, потому что, ну, его душа — это сплошные потемки, девочки. И он не знает, какой шаг он следующий совершит. И вообще, что с ним будет в следующий миг его жизни в эмоциональном плане. Так что здесь очень все сложно, очень тяжело. Но показывают так, что поначалу, в самом начале ваших отношений был очень серьезный всплеск страсти, огромного интереса, яркого, да, а потом как-то все стало усложняться. И в итоге он сделал вывод, что вы такая женщина, которую он никогда до конца не поймет. А он вообще хотел вас полюбить, вас вот в теории он хотел полюбить. Ему с вами очень было хорошо, и он с вами чувствовал реально и бабочек в животе, и подъем эмоциональный, и ему казалось, что ангел с небес спустился в начале ваших отношений. Потом стало все усложняться. Потом реально стало усложняться. Но тут знаете, в чем дело? Он считает, что вы преувеличиваете значимость тех или иных не очень приятных для вас событий и ситуаций. Но у самого мужчины масса тайн, масса недоговоренностей, очень много вещей, которые вас реально раздражают. И то, что вы стали так себя вести, возможно, ему выговаривая что-то, возможно, высказывая свое недовольство, это произошло же не на ровном месте. Это произошло, потому что сам мужчина стал себя таким образом вести. Но в самом начале я спросила, хотел ли он вас полюбить, да, мог ли он вас полюбить. Он не мог полюбить ни вас, никого другого, потому что он сам закрывается от любви. Но в самом начале отношений у него была большая надежда на то, что вы именно та. Вот именно та, которая, возможно, оковы с его сердца все снимет. И, возможно, вам даже удалось некий подход очень такой эмоционально чистый и глубокий к нему найти. Однако же, как мы увидели, все потом усложнилось. Отношение к вам серьезное сейчас. Я вижу, что поначалу ему было с вами очень хорошо, но отношение не было достаточно глубоким и серьезным. Ему просто было с вами хорошо. А сейчас какое отношение? Как он к вам относится? Ну, у вас возникла зависимость друг от друга. Вы впали в зависимость от этого мужчины, эмоциональную, сексуальную, энергетическую, и с ним произошло то же самое. Здесь тяжелая история. Здесь люди, как только встретились, было огромное взаимное влечение, сексуальная энергия здесь прямо вау, такая, фонтаном бьет. А потом, когда все начало усложняться по тем причинам, которые мы с вами уже оценили, вы все-таки не имеете возможности с ним полностью порвать отношения, даже если хотели бы и он с вами, по той причине, что вы теперь уже вошли в привязку энергетическую, очень серьезную, по 15-му аркану.
Нужны ли вы этому человеку? Давайте посмотрим. Нужны ли вы этому человеку с точки зрения Таро? Если ваш мужчина не свободен, если он женат, то скорее нет, чем да. Потому что выйти из семейных отношений он не сможет на ближайшие перспективы, да и не имеет таких планов. Поэтому ему проще из отношений с вами выйти, оставить вас, чем решать вопрос выхода из семейных отношений. Это для тех, кто имеет мужчину, к сожалению, но женат вам. Если это ваш муж, то здесь тоже у него может быть желание с вами расстаться. Но и в том, и в другом случае, да даже если мужчина свободен, он может, кстати, если он свободен и нет никаких препятствий, треугольников, четырехугольников, то значит мужчина просто увиливает от возможности создания семьи. Не хочет брать на себя ответственность. Он этого не хочет. Значит, он понимает, что вам это нужно, возможно, но не хочет. И здесь в любом случае, в первом, во втором и в третьем, мужчина, если уйдет и если уже ушел, то он будет ощущать очень сильную душевную боль. Ему это сделать не так просто. То есть это не то, что ему вот совершенно по барабану, как с гуся вода, ушел и все. Болеть сердце будет, душа болеть будет. Если это уже произошло, то значит уже сейчас. Сейчас в таком состоянии мужчина находится. Ну хорошо, поскольку нам показали такую ситуацию, давайте спросим для тех, у кого уже состоялось расставание или, возможно, все на волоске висит, вы понимаете, что это может произойти в любой момент. Есть ли вероятность того, что мужчина все-таки может принять некие решения конкретные в вашу сторону? Пока нет. Пока сегодня сложная ситуация. Наверное, продолжение вчерашнего расклада, даже двух. И вообще в предыдущие дни приходит достаточно такая тяжелая у нас история. И вот она сегодня продолжается. Пока нет возможности для мужчины принять какие-то конкретные решения в вашу сторону. Очень часто девочки на личных раскладах задают такой вопрос. А может быть, он счастлив с кем-то другим, другой женщиной? Может быть, он может быть счастлив с кем-то еще? Вот может ли этот мужчина, в принципе, быть счастлив еще с кем-то, кроме вас? Этот мужчина будет вести себя таким образом абсолютно с каждой женщиной. Чувствовать то же самое, действовать так же. И в итоге отношения с женщиной будут приходить к тому же, к чему пришли с вами. Здесь мужчина повторяет одну и ту же историю. Он не изменится, он не будет другим. И не надо вам переживать о том, что он может быть счастлив с кем-то, или думать о том, что вы чем-то не хороши, а он может быть счастлив в отношениях с какой-то другой женщиной. Нет. Здесь мужчина повторяет одну и ту же историю. И он не может быть счастлив ни с одной другой женщиной. И проблема в нем. Не в женщине. Конечно, безусловно, в любых отношениях есть причины и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Но здесь колоссальное просто количество причин находится именно на стороне мужчины. Этот мужчина нужен вам? Давайте спросим так. Нужен этот человек вам? Понимаете, что эгоист? Понимаете, что думает только о себе, заботится только о себе, что, ну, в общем, все с ним непросто, но вы отпустить его не можете. Возможно, именно этот его эгоизм вас больше всего и цепляет. Если бы мужчина полностью вам отдавался всем сердцем, то, возможно, вы так бы это не ценили, и вас так это не зацепило. А здесь вот его этот махровейший эгоизм, он реально вас цепляет. Вы не можете отпустить этого человека. Но не можете, понятно почему. Потому что у вас по 15-му аркану зависимость вышла здесь. Как вы его можете так просто отпустить? Это серьезная работа должна быть проведена. Поэтому сказать, ваш или не ваш здесь сложно. Но вот отпустить вы его действительно не можете. Ни вы, ни он. Держите друг друга. Давайте спросим. Что вам вообще, с точки зрения Таро, ваша правильная тактика поведения, что вам делать с этим мужчиной?
Ой, девчонки. В общем, знаете как? Если вы эти отношения решили закончить, вот вы решили, что вы заканчиваете отношения, то не надо этого бояться. Это только для тех, кто решил, что закончил отношения, или вы уже с ним в расставании находитесь. Если вы так решили, вы правильно сделали. И если еще не сделали, но понимаете, что это срочным образом нужно сделать, так и делайте, значит, быстрее. Потому что чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее закончится ваша душевная борьба, и тем быстрее вы освободитесь от тех тяжелых энергий, которые вы в этих отношениях испытываете. Даже не сомневаюсь в том, что вы возродитесь, что все у вас будет хорошо, вы как заново родитесь. Это для тех, у кого ситуация такая. Но поскольку расклад смотрит большое количество людей, и для кого-то из вас ситуация такова, что вы хотели бы с ним продолжать отношения, с этим человеком, несмотря на трудности, сложности, если любите. Для тех, кто хочет с ним продолжать отношения. Правильная тактика поведения. А здесь в любом случае, девочки, не надо на нем зацикливаться, на этом человеке. Жить свою жизнь, смотреть вперед, заниматься собой, своим развитием, своими проектами, общаться с людьми. Не нужно этого мужчину делать центром вселенной. Даже если вы хотите с ним дальше быть в отношениях, не нужно сосредотачивать все свое внимание, весь свой поток сильной своей энергии направлять в сторону этого мужчины. Как будто он все в вашей жизни. Вовсе нет. Ваша жизнь – это ваша жизнь. Этот мужчина как одной из составляющих вашей жизни. Даже если вы его любите, как вы считаете, да, и испытываете огромную к нему тягу, постарайтесь все-таки не концентрироваться на нем полностью, не растворяться в нем, в этом мужчине. Помните о себе и о том, что на первом месте у вас должна быть своя жизнь, ваша жизнь. Тогда вполне возможно изменится и его отношение к вам. Вполне вероятно. То есть на первом месте вы должны быть у себя сами. Единственное и неповторимое. Есть ли перспективы у этих отношений, если вы хотите с этим мужчиной дальше быть? Перспективы есть. Здесь, в общем, с этим мужчиной что-то можно будет наладить, построить. Конечно, придется много над этим поработать, принять многие его качества сложные, принять то, что он достаточно отстраненный, закрытый человек. Но если очень любите, кстати, на дне колоды вышла 10 кубков, если очень любите, то надежда есть на то, что и отношение мужчины изменится, но при тех условиях, которые я вам вот только что сказала. Ваше правильное поведение. Ну а для тех, девочки, кто решил историю закрыть, вы сделали правильно. И можно просто вам аплодировать стоя, что вы наконец-то на это решились. Если хотите продолжать отношения, значит, готовьтесь к большому количеству работы. И готовьтесь к тому, что придется принимать его таким, какой он есть. Вот такой у нас получился расклад сегодня. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень вам благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки на YouTube, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.